Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны. Федеральный портал «История РФ» представляет цикл лекций научного директора Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук, профессора МГИМО МИД России Михаила Юрьевича Мягкова «Семья народов. Опыт Российской империи и Советского Союза». Вы смотрите лекцию «Семья народов. История Белоруссии». Здравствуйте! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории Беларуси. Когда мы говорим об этой республике, Республике Беларусь, и вспоминаем ее историю, что мы прежде всего представляем себе? Для меня это прежде всего, конечно, лесная республика. Леса, реки. Здесь и Западная Двина, здесь и Неман, и Березина, и часть Днепра. И когда мы говорим о стихиях, которые окружали древнерусского человека, то вспоминаем как раз и лес, вспоминаем реки, вспоминаем и степь. Но здесь, говоря о Белоруссии, степь не присутствует. И, соответственно, когда мы вспоминаем, опять изучаем нашествие на Древнюю Русь, то хазар, половцев, печенегов, монголо-татар, то здесь Беларусь была избавлена от этих нашествий и находилась за лесами. За вот этим огромным массивом, который разделяет нынешнюю Украину, нынешнюю Белоруссию, так называемое Полесье. Но мы также и говорим о партизанской республике. Первое слово, которое мне лично приходит на ум, это республика партизанская. И прежде всего связанная с Великой Отечественной войной. Но изучая еще в юности историю, я стал понимать, что не только Великая Отечественная война, не только Беларусь славна своим героизмом своих партизан в годы Великой Отечественной войны, но здесь и Северная война, здесь и война с Наполеоном 1812 года, о чем мы с вами чуть позже также поговорим. Говоря о самой древней истории Беларуси, мы, конечно, вспоминаем те культуры, древние культуры еще 10-15 тысяч лет назад, которые были здесь распространены, Зарубинецкая, Тшенецкая, другие. Древние стоянки, археологи белорусские сегодня их находят, раскапывают могильники. Но нам интересен период, именно когда на территории нынешней Беларуси начали распространяться славянские племена. Если в нашей российской историографии, как правило, говорится о восточных славянах, это середина первого тысячелетия нашей уже эры, то здесь белорусские историки, сегодня Институт истории Национальной академии наук Беларуси, говорит и о начале первого тысячелетия нашей эры. Славянские племена, восточные славяне, которые стали распространяться на этих бескрайних просторах леса, рек, озер, болот. Здесь жили летописные Дриговичи, Кривичи, которые создали и тоже свои стоянки, свои собственные культуры. Мы вспоминаем о них и вспоминаем нашу летопись, повесть временных лет, изначальной летописи, которая в равной степени очень ценный исторический источник как для русских современных, украинцев, так и белорусов. Мы действительно вышли из одного корня, единого когда-то древнерусского государства, которое возвышалось уже с конца IX века. И здесь мы опять обращаемся к летописи и вспоминаем Владимира Красное Солнышко, его детей, в частности, Изяслава Владимировича, его внуках. Дело в том, что очень многое связано с историей нынешней Белоруссии, с теми городами, которые я сейчас перечислю. Здесь и Туров, здесь и Витебск, здесь и, конечно же, Полоцк, который одно время считался даже главным городом этого края, этого региона, который был основан еще в 862 году. О Полоцке тоже чуть позднее мы скажем несколько слов. Друзья, хотим порекомендовать вам YouTube-канал «Лекторий Достоевский». Уникальная бесплатная современная медиатека, где в простом и интересном формате вы сможете узнать об истории, литературе и искусстве. В лектории собраны только самые достоверные, интересные и неординарные факты и описания событий. Переходите на канал по ссылке в описании к видео и подписывайтесь. Известно то, что Владимир Святославович, Владимир Красное Солнышко, правил в Новгороде. И у него была борьба с Ярополком, его старшим братом,
Это кровавые события еще до принятия христианства. Известно то, что Владимир пошел в поход на Киев вместе с варяжской дружиной. Он проходил и через Полоцк. Там как раз в это время правил Рогволод. Рогволод, князь, тоже из варягов, был убит, а его дочь Рогнеда была насильно выдана замуж как раз за Владимира Святославовича. Причем летопись красочно описывает то, что как он взял ее силой, как Рогнеда не хотела выходить замуж именно за Владимира, хотела за Ярополка. Но вот сила взяла свое, и она говорила о том, что не хочу разувать Рабичича, то есть сына рабыни, ну то есть ключницы еще княгини Ольги, Малуши. Вот Владимир считался Рабичичем, хотя занимал большое и высокое положение в Новгороде. Так вот, Владимир в конце концов победил, и вот сын Владимира от Рогнеды, как раз Изяслав Владимирович, он стал одно время княжить в Полоцке, был главным князем. Отсюда, от его детей, пошла как раз династия Роговолдов, как ее называют, ну, Рюриковичи, ветвь Роговолдов. Интересный, конечно, момент, но стоит еще добавить, что Рогнеда она не успокоилась. И в свое время, уже после выхода замуж за Владимира, хотела даже убить его. Владимир, узнав об этом, хотел и ее лишить жизни, но в этот момент встал как раз маленький сын и сказал: не трогай мать. И Владимир послушался, отослал ее в Полоцк. Там, говорят, она долгое время еще жила, а потом под конец жизни приняла монашеский постриг, и стали ее называть Горислава, от слова «горе». То есть неудачное замужество, не за того, за кого хотела выйти замуж. Но тем не менее, да, вот эта династия пошла, Роговолдовы внуки, как раз идет от Полоцка, вот эта династия. Всегда эта земля была связана и с Древней Русью, а потом уже и с Московским государством, Московским царством в том числе. И говоря вот о Полоцке, город, стоянка, впервые, которая была там образована, еще когда даже города нет, относится еще к концу 8 века нашей эры. Полоцк лежал на вот этом древнем пути из Варяг-Греки. Здесь проходили торговые пути, город богател, там ремесло, торговля, они, конечно, очень серьезно и сильно развивались. Потом попал, мы потом об этом тоже скажем несколько слов, попал под литовскую зависимость, то есть Великое княжество Литовское, Русское, Жемайцкое, как оно тогда называлось. И вот несколько раз, еще до того, как Полоцк вошел в состав Российской империи, там были русские войска, там было русское правление. Я имею в виду здесь Ливонскую войну, около 15 лет, потом 1633 год, так называемая Смоленская война. Ну и, конечно же, русско-польская война за Украину. Там Алексей Михайлович Тишайший наш находился. И там он встретил Симеона Полоцкого. Это очень интересная и отдельная история. Говоря о периоде уже 12-13 век, 1132 год, вот этот край и Полоцк, они фактически получили независимость от древнерусского государства, такая автономия, стала развиваться самостоятельно, как и 12, а потом и более русских княжеств, которые образовались на территории Древней Руси. А здесь входило территориально и Смоленское, и Владимир-Волынское княжество, Полоцкое и другие. То есть Русь, она разделилась, но в то же время развивалась и местная культура, и местная торговля. Был такой положительный момент до начала уже монголо-татарского нашествия Батыя, когда земля, северо-восточная и южная Русь попали под ордынскую зависимость. А вот территория большей части Смоленского княжества, и в том числе Полоцкого княжества, то есть нынешние белорусские земли, они остались нетронутыми. То есть развивались без вот этого тяжелого нашествия, без этой крови, без этих страданий, но вот эта угроза и постоянная угроза, которая была с востока, она оставалась. А в это время возникло и развивалось молодое литовское княжество, пока ограниченное только несколькими городами, в том числе нынешним Вильнюсом, тогда Вильна, где основатель этого княжества Миндовг, сам себя назвал королем вот этого княжества, сам присвоил себе такое название. Он был славен, да, и пирами, и охотой, но больше всего расширением территории. И вот когда мы говорим о XIV-XV веке, если посмотрим, кстати говоря, в литовские учебники, мы видим, как постоянно расширяется литовское княжество.
В него входят земли. Какие? Прежде всего, восточнославянские земли. Здесь и Полоцк, здесь и Вильно, здесь и Могилевщина, и Витебщина, здесь и Киев, здесь смоленские земли. В конце концов, она достигла даже берегов Черного моря. И 90% населения этого края, этого княжества, ну, его называют сокращенно ВКЛ, Великое княжество Литовское, но давайте все-таки придерживаться четкого названия Великое княжество Литовское, Русское и Жемайцкое. Оно более чем в несколько раз расширило свою территорию. Куда входило русское население? Православное по своей вере, по языку, по русской правде, тому закону, который действовал на этих территориях. И Мендовк, кстати, интересный момент, он умер некрещенным, то есть он был еще язычником. Кстати, за этого римская католическая церковь не очень его долюбливает. То есть, когда он умер, его сожгли на костре вместе со своими слугами, вместе с какими-то там животными и 3 пленными немцами, которые он взял. Кстати, о немцах. Вот Литва тогда испытывала действительно давление Запада. Это Тевтонский орден. Потом и Ливонский орден, и ей необходимо было, конечно, для защиты своей территории, для вот этого огромной территории, которую она создала, литовского государства, необходимы были силы. А где их взять? Только на востоке. Это восточнославянское население. Бывшие Кривичи, бывшие Дреговичи, которые, по сути дела, да, составляли вот это сельское основное население, ну и развивающиеся города. И известно, что когда эти земли присоединились, Литве удалось, в конце концов, этот натиск отбить. Вспомним с вами Грюнвальдскую битву, 1410 год. И основной удар крестоносцев, которые выдержали, а потом перешли в наступление, это были именно те люди из Великого княжества Литовского, Русского, Жемайского, которые были наняты, взяты или пришли добровольно именно с этих земель, земель восточных, славянских земель. Это, конечно, заслуга наших предков, безусловно. Ну и, конечно, для Мендовга, а потом и для Гедемина, то есть архитектора фактически, который уже обосновал вот эти расширившиеся границы княжества, очень важно было оставить под своим господством именно вот эти восточные славянские земли. Если мы сегодня возьмем литовские учебники, да и вообще белорусские учебники, очень много там уделено внимания, действительно много. Здесь и 7 и 8 классы средней школы, об этом мы также еще скажем впоследствии, сказано о том, как вот центр, по сути дела, вот этого княжества литовского занимали именно белорусские земли. Много внимания уделено, в частности, Гедемину, который, по мнению белорусских и литовских ученых, вел достаточно мудрую политику, и у него было такое правило, да, то есть разделяя властвуй. То есть для того, чтобы Москва, тогда уже возвышающаяся Москва, тот Иван Красный, Симеон Гордый, она не смогла претендовать на вот эти земли, которые когда-то входили в древнерусское государство, он своих дочерей выдавал за московских князей. Но причем, если одну дочь он выдал за Симеона Гордого, московского князя, то другую дочь за Тверского князя. Таким образом, Москва и Тверь, которые тоже тогда враждовали, имели, скажем так, вот эту претензию на литовские земли. То есть пытался Тверь и Москву поссорить, тем самым выйдя сухим из воды. Ну вот это считается, кстати говоря, не только в литовских, но и белорусских учебниках, достаточно мудрой политикой. Что здесь необходимо сказать по поводу вхождения белорусских земель в состав литовского княжества? Кревская уния, 1385 год. Литовский князь Егайло женился на польской королевне Едвиге. Вот образовалась так называемая личная уния. Когда Едвига выходила замуж, она стала считаться уже королевой объединенных земель и Литвы, и Польши. А Егайло дал роспись, то, что вот эти земли, которые входят и Польша, и Литва, и те магнаты, которые там, и шляхты, и в Польше, и Литве, они будут проводить единую и внутреннюю, и внешнюю политику. Это пока была личная уния, семейная уния, но уже пошло дальнейшее сближение вот этих территорий. Естественно, более развитые на тот момент польские земли, они претендовали и на литовские земли. То есть на земли и восточных славян, то есть на русские земли. В
то время уже поднималась Москва, Иван III, который своей основной политикой выбрал возвращение всего того, я имею в виду внешнюю политику, что когда-то входило в Древнюю Русь. И когда литовские послы приезжали к Ивану III, говорили, что это наши земли, нет, Иван III отвечал, от глубины веков это наша отчина, которая входила в состав древнерусского государства, ну, таких слов древнерусского он говорил, которая принадлежала и Владимиру, которая принадлежала Ярославу Мудрому, то есть это была единая территория, а Москва как наследница вот этого государства, она имеет и претендует именно на эти земли. Причем тогда вот эти литовские земли, где жило русское население, начали потихонечку отходить уже к Москве. Вместе со своими князьями, Новгород-Северскими, Черниговскими и другими под подчинение Москвы, под высокую руку Москвы. Это вызывало, конечно, войны между Литвой и Москвой. Очень, скажем так, нейтрально достаточно в учебниках сегодня белорусских описан вот этот момент, но есть отдельные шероховатости, скажем так, которые там присутствуют, на которые мы также потом обратим свое внимание. Конечно, правильно будет сказать то, что вот 14, 15, 16 века – это рассвет будущих белорусских территорий, которые входят в Литовское княжество. Здесь стоит упомянуть имя и богослова, и ученого, и первопечатника Франциска Скорины. Этот человек, по сути дела, был пионером, одним из пионеров книгопечатания вот именно на церковнославянском русском языке. Издавал Библию. Причем особенность, он называл Библию русской Библией, особенностью вот этого книгопечатания, священных книг было то, что он там помещал даже гравюры, которые имели изображение его самого. Это было как бы невиданно тогда для римско-католической церкви. И переводил сам, у него была своя типография в Праге. И причем писал собственные комментарии. То есть, опять-таки, немыслимо тогда и для католической, и для православной церкви, чтобы там находились какие-то комментарии. Там разъяснялось те или иные поступки и Бога, и священников, святых людей. Это был действительно образовательный момент. И недаром то, что его ценят сегодня и в Литве, и в Белоруссии, и, конечно же, в российском государстве. Причем очень мало книг достаточно осталось, но они все-таки присутствуют в библиотеках и Вильнюса, и Минска, и Санкт-Петербурга, и Москвы, имеют очень большую ценность. 13-16 века формируется в Литве, на белорусских землях, феодальная собственность. Причем она была как бы двух видов, то есть это чисто помещичье, где уже начали закрепощать крестьян, это барщина, так называемые фольварки, где тоже крестьяне работали, но отдавали часть урожая либо в денежном, либо в натуральном виде своему хозяину. И вот сегодня в Беларуси особенно ценят те статуты, которые выходили в то время, которые говорили об управлении территорией, о налогах, об уголовном законодательстве. И вот интересный момент, то, что белорусские ученые сегодня пишут о так называемом Литовском статуте 1588 года. Причем мы в школе, в нашей российской школе, когда об этом даже упоминают, и даже, это для продвинутых, скажем так, образовательных программ, говорится о том, что вот как раз статут 1588 года положил начало уже полного закрепощения крестьян на белорусских землях. Но здесь белорусские ученые говорят то, что это чуть ли не прообраз Конституции. Здесь и налоги, и уголовное законодательство, и семейное право. Здесь все это было прописано с буквально такой точностью и необходимыми тоже комментариями. Например, они говорят о том, что тут уже в этом статуте были в том числе статьи, которые говорят об обережении природы. И лесов, и бортней, то есть пчеловодство. Причем человек, который, допустим, разорил бортни, его наказывали штрафом. Штраф это где-то 120 грошей, причем за 40 грошей можно было купить дойную корову, то есть 3 дойные коровы за разорение бортни. Говорилось о уголовных наказаниях, то, что они равны для всего населения. Вряд ли так, потому что наказание для магната, для шляхтича одно, уголовное без смертной казни, а человека, скажем, с простого сословия, крестьянского сословия лишали жизни. Но был и выкуп, в том числе выкуп за
то, что ты убил какого-то человека. Ну, это примерно напоминает нашу «Русскую правду» еще периода Ярославичей, когда ты должен платить виру за убийство человека. Интересный момент о женах, то есть о женщинах. Они имели право выбирать мужей, то есть своего согласия. То есть без согласия жены человек просто не мог жениться. Но если жена, например, убивает своего мужа, что делают? Пишут белорусские ученые о том, что вот там говорят о нас, что варили в котлах. Нет, не варили в котлах. Нет, конечно, в котлах не варили. Женщину просто-напросто закапывали в землю по горло. Оставалась одна голова, представляли охранника, и никто не мог ей помочь. Могли только бросить денежку на ее похороны. Вот такие наказания тоже практиковались. Не варили в котлах, но четвертование соблюдалось. Так что шероховатости по поводу Конституции здесь многовато. Мы могли бы тогда сказать, что судебник Ивана III, например, или тоже судебник Ивана IV Грозного, тоже прообраз Конституции, но ни у кого, собственно говоря, руки пока до этого не дошли. Подумай. Ну и вот мы с вами доходим до периода Ливонской войны, который вел Иван Грозный вначале против Ливонского ордена, пока тот не был разрушен, потом и с Швеции, и с Речи Посполитой. Именно как раз во время Ливонской войны и возникло такое название, такое образование, как Речь Посполитая. 1569 год. Здесь уже государственная уния между княжеством Литовским и непосредственно Польшей. Речь Посполитая – республика. Вот она, собственно, как переводится с польского, она так и называлась. Что на самом деле произошло? Ну, Польша и Литва, тогда, естественно, магнаты, князь литовский и король польский нуждались, скажем так, в огромной такой большой силе, которая могла нанести поражение русскому царству, русскому государству. И здесь, когда белорусские ученые освещают этот момент, они говорят о том, вот смотрите, да, там польские представители польской шляхты, польского сейма, здесь уже литовские представители, многие из которых православные магнаты, которые доказывали необходимость равного объединения, а польский король настаивал на том, чтобы Польша главенствовала, причем имел поддержку римской католической церкви. На тот период уже пошло, конечно, и ополячивание, и насаждение католической веры на этих территориях, тем более после, скажем так, падения Византии и унии, которая была заключена между Константинопольским патриархом и Римской церковью, но пока не такими большими масштабами. А вот здесь, когда образовалось вот это единое государство, на тех картинах, которые писали белорусские, кстати говоря, художники и русские художники, написаны лица вот этих белорусов, ну, на самом деле, тогда их считали русскими, конечно, людьми, которые действительно очень сожалеют. Некоторые даже из них плачут, то, что они подчиняются именно Польше, и то, что будет насаждаться именно католическая религия. Вот, кстати, литовской делегации был такой Григорий Хаткевич, который в ответ на то, что Литва и магнаты литовские должны присоединиться к Польше и выполнять все их указания, ответил так, процитирую: «Наши народы и мы честные и достойные люди, а что касается наших свобод, то мы равны любому другому народу, включая и вас, господа поляки. Нам бы не хотелось заключать унию, прежде чем мы установим добрый порядок в нашем содружестве и покажем вам, что вы заключаете союз с друзьями, равными вам по достоинствам и внутреннему устройству. Это исключительно наше дело, поскольку мы свободные люди». Так вот говорил как раз Хаткевич, но не все получилось так, далеко не все получилось так, как он хотел. Да, хотя в унии, вот этой унии было прописано о том, что да, как бы равные части, на самом деле, конечно же, это примерно то же самое, что когда ФРГ объединилась с ГДР, 1990 год. Да? То есть это как бы объединение, но на самом деле поглощение. Поглощение ФРГ, Федеративной Республики Германии, тогда случилось с бывшей территорией ГДР, так и здесь Польша фактически поглотила литовские земли, и оставалась только видимость, конечно, самостоятельности. Причем вот в этой Люблинской унии было прописано то, что Литва теперь составляет единое сообщество вместе с Польшей. Речь Посполитой управляет единый король, избираемый знатью на сейме. Король обязан защищать и гарантировать права и свободы всех народов. Не гарантировал. И причем православного, русского населения не было никакой гарантии. Пошло наоборот, ополячивание, насаждение католической веры.
И более того, когда проводилась вот эта единая внутренняя международная политика, ну, по сути дела, и единый сейм, а внутри сеймики, это заложило мину замедленного действия под саму Речь Посполитую. Дело в том, что вот это правило «liberum veto», когда каждый магнат, который приезжал на общий Речь Посполитой сейм, он имел право заблокировать любой законопроект, который двигался на этом сейме, когда ему дал наказ его маленький, его край-сеймик, голосовать именно так. Ну какое государство может таким образом существовать? Ведь нужен какой-то порядок, порядок большинства, такого не было. Любой магнат, что литовский, что польский, мог заблокировать любой законопроект. Это, по сути дела, привело в дальнейшем, уже к XVIII веку, к смуте в самом польском государстве, Речи Посполитой. Но вот Люблинская уния дала последствия и такого рода. В 1596 году была заключена Брестская уния. Что она означала? То, что православная религия, православная церковь входит в подчинение Папы Римскому. Именно на этих землях, и украинских ныне, и белорусских, прежде всего Западная Беларусь и Западная Украина, они подчинялись Папу Римскому. Да, какие-то обряды оставались православными, но которые все более и более убывали. И в конце концов вот это и ополячивание, и насаждение униатской веры, оно привело к тому, что вот на территории Западной Белоруссии 80% крестьянского населения исповедали вот это униатство уже к середине XVIII века. Но это привело и к другому движению. Образовывались православные братства, в том числе в Полоцке, в том числе в знаменитом и Софийском соборе, которое было основано, которые считали, что православие должно быть твердыней. Мы должны противостоять вот этому католическому натиску, часть которого является униатство, и должны стоять крепко. Где осталось православие в том периоде истории? Только в Московской Руси, в Русском царстве. И вот они как раз ориентировались на Россию, поднимающуюся Россию, которая во времена Петра I стала уже империей. Середина 17 века восстание. Восстание Богдана Хмельницкого мы все знаем с вами, да, по школьным учебникам, когда Малороссия, запорожское казачество попросила русского царя Алексея Михайловича Тишайшего принять Украину в состав России. Это действительно произошло, но и случилась война. Война русско-польская, которая была очень ожесточенная, продолжалась много лет, но в конце концов Россия одержала верх. Мы знаем, потому что и левобережная Украина вместе с Киевом перешла тогда к России. И боевые действия были и на территории нынешней Беларуси. Там тоже воевали казаки, в том числе и приходила часть запорожских казаков. Но по Белоцерковскому миру 1651 года, к сожалению, они должны были выйти оттуда. И вот во время русско-польской войны русские войска во главе с самим Алексеем Михайловичем Тишайшевым, Романовым, они вступили в Полоцк, освободили Полоцк, там действительно их радостно встречали. Там Алексей Михайлович познакомился с Семеном Полоцким, ученым, богословом, философом, ну и писателем. И вот что его удивило Алексея Михайловича, то что было представлено театральное действие. Стоит процитировать первые строчки предложения названия одного этого театрального действия: «Метры на пришествие во град от чистый Полоцк, пресветлого, благочестивого и христоволюбивого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича, все великое и малое и белое России, самодержца иных царств и княжеств и государств обладателя». Так вот, в этом театральном действии были слова песнопения отроков, которые звучали таким образом в отношении Алексея Михайловича. «Ты от нужды враже избавил, Россию белую во свете поставил. Прежде напасти бурю стемнину и оскорблену, тобою иго тяжкое зложено, трудное бремя от нас отвержено». Белая Русь, да. Ну, есть разные, скажем так, версии названия, почему белая. У белорусских, кстати, ученых одни версии, у российских другие. Но я придерживаюсь тому, что белая — это как бы чистая. Она в свое время была избавлена от набегов тех же казар, печенегов, половцев, потом от монголо-татарского ига. Чистая, то есть свободная. Ну, мне ближе, скажем, как историку, именно такое обоснование названия этих территорий. Но дело в том, что тогда Семен Полоцкий, он прибыл в Москву, чтобы забрать определенные святыни и вернуть их в Полоцк, но из Москвы не уехал, и в конце концов, кем он стал?
Да, он продолжал писать вот эти пьесы, да, он продолжал писать и стихи, а потом даже Алексей Михайлович сделал его воспитателем своих детей. А именно, то есть Федора Алексеевича, например, будущего монарха после смерти Алексея Михайловича, царевны Софьи, как мы знаем, регенши, которая стала на Руси, и даже для самого Петра I он написал букварь, который назывался «Букварь языку славянскому». И здесь в доступной форме, да, он излагал и математику, и геометрию, и богословие. И Петр I до 14 лет, вот есть такие сведения, учился именно по этому букварю. К сожалению, Петр, наверное, мало, просто, а может и вовсе не встречался с Симеоном Полоцким. Таких сведений я не нашел, но, по крайней мере, есть такая версия, то, что Симеон Полоцкий предсказал рождение Петра для Алексея Михайловича. И когда его уже вторая жена Нарышкина долго не рожала, якобы Симеон Полоцкий ей говорил: не рожай долго, да, вот определенного времени терпи. Но именно и дату, 30 мая и год 1672, Симеон Полоцкий якобы предсказал Алексею Михайловичу. Что ж, когда мы с вами начинали вот эту лекцию, говорили о том, что Белоруссия, Белорусская республика, партизанская республика. И это не только Великая Отечественная война. Северная война, которую вел Петр I со шведами, после периода так называемой Малой войны, которая велась на территории Прибалтики, Карл XII, разделавшись с польским королем, решил, что теперь его путь пролегает на восток, он должен разгранить Россию. И вот этот период, он связан как раз с историей Белоруссии очень тесно. Здесь и бои за Гродно, здесь и отступление русской армии, а здесь как раз и летучие отряды, и белорусские как раз партизаны, которые крестьяне уходили в леса и нарушали снабжение шведских войск, которые продвигались по этой территории. Причем вот для нынешних, скажем так, недоброжелателей, скажем так, русско-белорусского союза, давайте с вами приведем цитаты, которые Петр I говорил своим войскам, то есть его приказы русским войскам, как относиться к мирному населению. Вот Петр I. Чтобы армия, провианты, фураж сбирали у подданных мещан и крестьян по разверстке, по заранее, то есть определенному плану. Хлеба без крайней нужды отнюдь не травили. Ага. Так вот. А что Карл XII говорил, который шел через эти территории в направлении Малороссии? Кто окажет хоть малейшее сопротивление, либо хоть немного провинится из местного населения, того без жалости казнить и жечь. Вешать при малейших доказательствах неповиновения, пусть царит страх. Это слова Карла XII. Вот видите, два совершенно разных отношения. Причем тогда действительно население, которое жило на этих землях, оно было и в русской армии, и в партизанах. А, кстати говоря, и Меньшиков, и Ягужинский, генерал-прокурор Сената, были родом с Витебщины, то есть нынешней белорусской территории. Поэтому здесь очень большую роль сыграли уже в Северной войне белорусские партизаны, чтобы нанести окончательное поражение Карлу XII в, опять-таки, нынешней белорусской территории, рядом с Могилевым, деревня Лесная, которую Петр I назвал матерью Полтавской победы. То есть 1708 Лесная, а 1709 год уже и Полтавская Виктория. Что можно еще сказать об этом времени? 18 век, очень интересный век. Россия встает на ноги, становится великой европейской державой, разделы Польши. Мы уже с вами на лекциях говорили о том, что инициатором этих разделов Польши в XVIII веке была отнюдь не Екатерина II, а прусский король Фридрих II Великий, да и Австрия в том числе. Россия забрала то, что и принадлежало ей по закону, по праву. Ну, причем первый раздел Польши, 1772 год, вошли в состав России только восточные и северные территории нынешней Беларуси. Здесь и Могилев, здесь и Витебск, здесь Орша, причем и половина Полоцка. Вторая половина Полоцка, уже западная, вошла только во второй раздел Польши, 1793 год, а в 1795 год это уже и Западная Белоруссия, теперь уже вся территория Белоруссии, она находится в составе Российской империи. И объединился вот этот белорусский народ. Это был действительно огромный толчок к росту его национального самосознания. То есть воссоединился с той семьей народов, которая ранее была еще в древнерусском государстве. И в конце концов избавили от ополячивания,
от чуждой религии, которую не воспринимало тогда и сопротивлялось, по крайней мере, большинство населения белорусских земель. Так Белоруссия в составе Российской империи. Надо сказать, что да, эти земли каким-то образом не обособлялись. Это были губернии, российские губернии: Витебская, Могилевская, Минская, Гродненская, Виленская, Смоленская губерния, в которые ходили нынешние белорусские территории. И здесь стоит упомянуть, конечно, о войне 1812 года. Нет, да услышишь отряда историков, западных историков, да и белорусских некоторых, скажем так, историков, их меньшинство абсолютное, но все-таки, что белорусский народ в то время воевал на двух сторонах. Здесь, с одной стороны, это, конечно, Российская империя, а с другой Наполеон. Посмотрите, сколько там людей было мобилизовано на белорусской территории. Не понимают они только одного. В основном в наполеоновскую армию, если он кого-то мобилизовал в этом районе, это входили польские люди, то есть польское население, польская шляхта, которая присоединялась к корпусу польскому, который был в наполеоновской армии, и шли дальше на Москву. А белорусы, простое крестьянское население, они сопротивлялись нашествию Наполеона. Опять-таки, партизанское движение. Здесь они нападали на французских солдат. Даже одиночный такой случай был, когда два француза в районе Витебска откололись от своей колонны и, встретили двух местных мужиков, белорусов, у которых знаками попросили, как пройти до части. И те показали, можно через лес срезать дорогу. И повели за собой. Отошли метров 100-200, и забили их палками. Вот она, дубина народной войны, о которой писал Лев Толстой, она в равной мере присутствовала тогда на территории Беларуси. Конечно, когда мы говорим о Отечественной войне 1812 года, вспоминаются и боевые действия в районе Могилева, и в районе Витебска. Сражение целое было, которое позволило ослабить наполеоновскую армию. И, конечно же, конец 1812 года, ноябрь месяц, когда уже Наполеона гнали из Москвы, где окончательный крах, катастрофа наполеоновской армии — это Березина. Переправа через Березину, и когда у французов всплывает это название Березина, это метафора катастрофы, полной катастрофы. Да, Наполеону самому удалось бежать, оставив свои войска. Но 50 тысяч его лучших отборных войск, в том числе гвардии, остались на берегах Березины, либо утонули в этой холодной воде, более 50 тысяч. Причем такую загадку пытаются сегодня белорусские археологи разгадать. Но если Наполеон вез из Москвы какие-то трофеи, картины, золото, серебро, которые награбили они в Москве, награбили в Кремле, где он их бросил? Что, по дороге? Может быть. А может быть, на территории Белоруссии, где в районе, скажем так, дороги Борисов-Молодечно. Но я не выдаю никакой секрет, это присутствие этой научной, популярной белорусской литературе. Якобы Наполеон вместе с трофеями, когда уже переправился через Березину, он нашел какой-то валун, большой камень, на который была высечена подкова. И приказал зарыть сокровища здесь. Причем один из французов, 30 лет спустя, который оказался в России, искал этот валун, искал эти сокровища. Валуна не нашел, а потом все-таки обнаружил его в другом месте, в основании фундамента какого-то барского дома. Когда он спрашивал местных крестьян, откуда взяли, те не могли вспомнить. А другие говорят, исследователи, скажем так, что трофеи могли спрятать по Сморгоне. То есть белорусским археологам еще предстоит большая задача или загадка, а вдруг что-то найдут. Я уверен, что что-то найдут. Не мог Наполеон, везя такие трофеи, или обычные французы, офицеры, которые везли награбленное добро, переправить ее через Березину, где-то наверняка что-то будет найдено. Что говорить о белорусской земле Российской империи? 1839 год, когда понимало и правительство российское, и Русская Православная Церковь, что нельзя дальше так оставаться, когда одни униаты, причем ранее на белорусских землях даже распространялось, скажем так, и протестантизм, нельзя это оставлять. Мы в едином государстве в 1839 году был принят акт об объединении православной и униатских церквей. Дело производства переводилось на русский язык, и здесь есть такой вопрос, говорится в том числе, что проблемой этих территорий было в том, что шла руссификация. Так ли это на самом деле? Да, если говорить чисто формально, шла. Но с другой стороны, подъем национального самосознания от белорусов, он случился только
полной мере был осознан конец 19-го, начало 20 века. А тогда и русское правительство, русские чиновники, да и белорусские помещики и крестьяне, они считали то, что религия определяет национальность по большей части. То есть, если ты католик либо унят, ты как бы ополяченный. И чтобы избежать вот этого ополячивания, если переходишь в православную веру, то соответственно, становишься русским, ну а потом уже белорусским человеком, белорусским крестьянином или мещанином. Вот такое тогда было понимание действительности. Отношение к религии много определяло в жизни тогда людей. Конечно, определяли и восстания, которые были на этих землях. По итогам войны с Наполеоном вошла, ну, скажем так, большая часть польских земель вместе с Варшавой стала царством польским. Здесь поляки на этих территориях, и в том числе на территории современной Западной Белоруссии, ну, пытались, скажем так, играть бал. Пытаться доказать то, что да, Польша должна стать самостоятельной, в конце концов, Польша должна восстановить свои границы еще 1772 года, то есть до первого раздела Польши, до Екатерины II. И вот 1830-31 год, первое польское восстание, причем оно было очень жестоким. Сам князь Константин Павлович, ну, то есть это младший брат Александра I и старший брат Николая I, уже императора, он вынужден был бежать из Варшавы, он был командующим польскими войсками, причем многие генералы наши были тогда, русские, арестованы либо убиты. Вот что вспоминала супруга Александра Голицына, русского чиновника в то время. Был ранен 15-ми ударами штыков начальник полиции, который защищал вход в кабинет великого князя. Были убиты также другие генералы, многие арестованы, а нас не оставляли в покое до самой границы. Они держали под замком наших пленников. Вот такая жестокость. И когда поляки, они предложили Николаю I вести какие-то переговоры, тот наотрез отказался, были посланы войска Дибича, которые подавили это восстание. И вот некоторое время, да, были отменены и польские вольности, и в том числе в Западной Белоруссии были введены специальные правила для управления вот этих губерний. Вспомним с вами другое восстание 1863-64 годов, опять поднялось польское восстание. И после этого, фактически, когда проводилась крестьянская реформа, этот край некоторое время, Польша стала Привислинским краем, царство польское, а территория нынешней Белоруссии северо-западный край Белоруссии и нынешней Литвы. Однако в составе Российской империи белорусские земли развивались очень и очень быстро. То есть была вот эта динамика, то есть и промышленный переворот, строились железные дороги, Петербургская, Варшавская, Рига-Орловская, Московская, Брестская, Полесская. Железнодорожное строительство, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Здесь как раз и возникал тот задел, еще в Российской империи, который позволил Белоруссии потом считаться мастерской Советского Союза. Именно в это время, еще во времена Российской империи. Если говорить о населении, то белорусы, те, которые говорили на русском языке, скажем так, раньше ученые говорили русский язык белорусского извода. Сегодня некоторые историки Белоруссии говорят, что это вначале был старобелорусский язык, потом уже белорусский язык. Да, мы не можем отрицать, что именно в это время, 19 век, появился самостоятельный уже язык, который сегодня мы называем белорусским языком, но который очень много взял еще от Древней Руси, от церковнославянского языка. И, конечно, белорусский язык, когда мы слушаем, когда я общаюсь, например, с белорусскими учеными, когда они читают какие-то произведения, очень сочный, очень интересный, яркий язык. И ты действительно наслаждаешься этой речью. Многое, может быть, не понимаешь сегодня, но он действительно льется, как река. Потрясающе. Конечно, и стали проявляться и в конце XIX века этнические различия. Но если говорить о населении, то, конечно, большинство крестьян, это более 90%, а вот население городов, оно весьма показательно. Если возьмем, допустим, Могилев. Город Могилев, 38% русские, 5% поляков, 43% евреев. Гомель, примерно та же самая история, 47% русских, считалось 1,8% поляков, более даже 50% евреев.
Равно как и другие вот эти белорусские города, там образовывались местечки, да, большое еврейское население, которое еще осталось от Речи Посполитой, которое проживало там, была черта оседлости, но жили вместе. Здесь и белорусы, здесь и русские, здесь и поляки, здесь и евреи, которые вместе строили, которые вместе были гражданами единого государства, то есть Российской империи. А вот те реформы, которые последовали за крестьянской реформой 1861 года, стоит напомнить, что вот на белорусских землях, потом северо-западный край, крестьяне освобождались от крепостной зависимости даже еще на более выгодных условиях, чем земли, как тогда называли, великорусских губерний. Причем там прошла и земская, и военная реформа, как и для других центральных губерний Российской империи того времени. Конечно, была проблема католиков, и некоторые губернаторы на этих землях считали, ну да, ну вот он католик, да, но он же, по сути дела, русский, в том числе, да, белорус, русский тогда не разделяли два этих понятия. Скорее будут говорить об униатах, католиках, православных, чем русский и белорус. Хотя, понятное дело, вот в конце 19 века, в начале 20 века ширилось вот это национальное движение, возникали даже национальные школы. И вот когда я бываю в Минске и проезжаю там по центральной улице, я вижу такой небольшой музей, маленький такой зеленый домик. А что это за домик? Там музей, посвященный первому съезду РСДРП. Именно в Минске в далеком 1898 году проходил первый съезд РСДРП, где, по сути дела, была образована вот эта партия, которая стала потом большевиками и меньшевиками, это второй съезд. Там был Ленин, у всех их фактически арестовали, буквально через день после этого съезда, но там в ссылках, в тюрьмах, в ссылках они ковали свое коммунистическое сознание, что в дальнейшем привело, как мы знаем, к русской революции. Период Первой мировой войны. Тоже интересный момент. Чем он показателен? Ну да, белорусское население, оно было в русской армии, мобилизовывалось так же, как и в великорусских там, и малороссийских губерниях. Но часть территории Белоруссии, западная часть и даже часть центральной, была захвачена немецкими войсками к концу 1915 года. И вот оккупационный режим, который был установлен немцами на этой территории, весьма что-то напоминает. Вот давайте с вами посмотрим, да? А что он напоминает. Ну, там был военно-административный округ немецкий на западных территориях, который назывался Обер-Ост. Знакомы, да? Рейхскомиссариат Остланд, генеральный план Ост, это уже гитлеровская Германия, а мы пока о Первой мировой войне говорим. Брали у населения отпечатки пальцев. Землю тех помещиков, которые эвакуировались на восток, отдавали под управление немцев. Ходила денежная единица, которую немецкая команда специально выпустила, Обер-Ост-рубль, так называемый. Да? Были реквизиции, облагались налогами и принудительный труд на немецкое командование. Вот это зачатки вот этого поведения оккупационного режима, да, конечно, он не был таким, какой установили нацисты там, в 1941 году, но вот зачатки вот этого режима, понимание, что такое оккупация, вот они появились именно тогда. Причем ведь более 3 миллионов белорусов, они эвакуировались на восток. Это вот все дороги были запружены. Но и Беларусь играла важнейшую роль, вот территория Белоруссии играла важнейшую роль в русской обороне, ну и ведении боевых действий. Там была ставка верховного главнокомандующего, то есть вначале Николая Николаевича, великого князя, а потом и самого Николая II. Это знаменитый всем нам по и рассказам, и книгам, и кинофильмов. Это, конечно, Могилев, где он любил находиться вместе со своими генералами и проспал, наверное, так как некоторые историки утверждают, революцию в Петрограде. Но Беларусь, она как раз и славна боевыми действиями, оборонительными и наступательными боевыми действиями, которые велись в этом районе от марта 1916 года. Командующий французской армией генерал Жофр просит русских наступления, да, поскольку идет сражение под Верденом, помогите, и русские помогают, организуют наступление у озера Нарч. Причем оно, продвинувшись на 10 километров, дальше продвинуться не могли, но вот как потом отмечал генерал Жофр, я процитирую, последнее русское наступление у озера Нарч заставило немцев, располагающих их незначительными общими резервами, ввести в дело все их. И кроме того, притянуть этапные войска, которые шли как раз под Верден, и перебросить целые дивизии, снятые с других участков. То есть мы в общем контексте коалиционной борьбы против немцев выполняли здесь очень значительную роль. И здесь это было именно на белорусской
земле. Ну что ж, на этом мы первую часть лекции, касающейся истории Беларуси, заканчиваем. И дальше поговорим уже о революции, поговорим о Беларуси, уже Республике Беларусь, вплоть до настоящего времени. Спасибо. Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны.